Готовим очень вкусные пончики, тыквенные. Рецепт простой и быстрый, без дрожжей, без духовки, без раскаленного масла. Если интересно, продолжайте смотреть. Эти тыквенные пончики словно семечки. Остановиться невозможно, пока не закончатся все. И это без преувеличений один из лучших способов вкусного применения тыквы. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко. Я очень часто готовлю пончики к завтраку. Не пугаться, все очень быстро. Тесто я использую без дрожжей, для того, чтобы просто все смешать и уже можно было приступать к приготовлению. А для того, чтобы их ополезнить, я готовлю их без масла, то есть без фритюра, без раскаленного масла. В этом случае можно пойти двумя путями. Использовать духовку, но в этом случае для завтрака идея так себе, потому что добавляется время на разогрев духовки. Я же использую свою вафельницу. У меня есть специальные пластины, вот такие вот, для выпечки пончиков. Это очень удобно, в них я готовлю даже сырники. Сейчас такие пластины есть ко многим моделям вафельниц. У меня вафельница Russell Hobbs, я ее уже у себя на канале показывала и оставлю для вас ссылочку в описании к этому видео. Помимо пластины для традиционных пончиков с вот таким вот отверстием посередине, у меня есть также пластина для вот таких вот миленьких пончиков-кругляшей. Если у вас такой пластины для пончиков нет, но у вас есть просто вафельница, используйте этот рецепт теста для приготовления обычных вафель. Также его можно использовать для приготовления оладий, для приготовления панкейков. Можно выпекать пончики в духовке, если у вас есть специальная силиконовая форма, или же просто испеките из них маффины. Возьмите 200 граммов тыквенного пюре, 50 граммов сливочного масла для теста и 50 граммов молока. Также потребуется 200 граммов муки, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Для отделки потребуется 2 столовые ложки корицы и 200 граммов сахара, а также 100 граммов масла. Я буду использовать тыкву, которую заранее запекла, и теперь она у меня в виде вот такого вот полуфабрикатного пюре. Дело в том, что в сезон из тыквы готовится очень много разнообразных блюд, и чаще всего я использую именно тыквенное пюре. Я не люблю возиться каждый раз с приготовлением пюре для конкретного блюда, поэтому покупаю тыкву, разрезаю ее напополам, удаляю косточки и прямо не счищая кожуру запекаю ее в духовке до мягкости. Уже готовые тыквы кожура снимается намного проще, это безопаснее, как по мне, и намного удобнее потом использовать вот этот вот готовый тыквенный полуфабрикат в течение нескольких дней. Если необходимо растянуть эту заготовку для себя на какое-то более продолжительное время, проще просто заморозить готовую печеную тыкву в пластиковых лотках или разложив ее по zip-пакетам. Это очень удобно. Сперва подготовьте сухие ингредиенты. В муку добавьте щепотку соли и разрыхлитель. Перемешайте смесь, чтобы разрыхлитель распределился и равномерно поднял тесто. Займитесь влажными ингредиентами. В молоко отправьте сливочное масло и подогрейте смесь, чтобы масло растворилось. Я делаю это в микроволновке. В глубокую миску отправьте тыквенное пюре, я его пробила блендером, добавьте к пюре сахар и молоко с маслом. Перемешайте смесь до однородности. Теперь к тыквенной смеси отправляйте всю муку с разрыхлителем. Тщательно перемешайте тесто, чтобы в нем не осталось сухих, непромешанных частичек муки и тесто получилось однородным. Теперь я отправляю тесто в кондитерский мешок. Так распределять тесто по форме будет очень удобно. Конечно же, можно выкладывать тесто и при помощи ложки, если у вас мешков нет. Тесто готово к выпечке. Сейчас пришло время подготовить ингредиенты для отделки, чтобы потом не тратить на это время. Просто смешайте сахар с корицей, а масло растопите. Этого количества ингредиентов хватит на отделку пончиков с двух сторон. Для отделки с одной стороны будет достаточно половины объема, но удобнее отделывать, когда ингредиенты с запасом. Потом смесь сахара с корицей вы можете использовать для приготовления булочек или, скажем, синнабонов. Разогрейте вафельницу и распределите по пластинам теста. Посмотрите, как удобно делать это при помощи кондитерского мешка. Пластины я при этом ничем не смазываю. Закройте вафельницу и выпекайте пончики до румяного цвета. В моей вафельнице процесс занимает 6 минут. Аккуратно достаньте пончики. Я помогаю себе силиконовой лопаткой, чтобы не повредить пластины. Сразу же распределите новую порцию теста. Пока печется следующая партия пончиков и пока предыдущие еще горяченькие, обмакните каждый пончик в сливочное масло, а затем окуните в сахар с корицей и хорошенько покрутите, чтобы сахар пристал к масляному слою на пончике. Проделайте эту операцию со всеми пончиками, с одной или с двух сторон, как вам захочется. Подавайте сразу же, а оставшиеся храните в холодильнике, если, конечно же, такие будут.
Спасибо, что посмотрели мое видео, надеюсь, этот рецепт вам понравился и вы обязательно будете его использовать. Если так, ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще на него не подписаны. Нажимайте на колокольчик, будете получать уведомления о выходе новых видео. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная.